Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание людям, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит подпускать к себе. Почему? Потому что такие люди несут болезни, негатив и разрушение в вашу жизнь. И многие люди задаются вопросом, а почему у меня в жизни такие вот проблемы? А просто в вашем окружении есть такие люди, и мы поговорим о признаках таких людей и что укажет. Давайте с вами разбираться. Вы обязательно просмотрите это видео до конца. Каждый из нас хотя бы раз в жизни поддавался такому чувству, как зависть. И это эмоциональное чувство бывает двояким. Под ним подразумевается как белая, так и черная зависть. Белая зависть не вызывает у человека злости, он не будет таить в себе обиду на того, кому повезло значительно больше, чем ему. И в этом случае чувство зависти подталкивает данного человека к определенным действиям. Он начинает стремиться к тому, чтобы улучшить свое материальное и финансовое благополучие. Он ставит перед собой завышенные планы, стремясь достичь больших успехов и получить то, о чем он мечтает в свою жизнь. Оказаться на одной ступеньке с успешными людьми, которые его окружают, которым он позавидовал. Черная зависть – это одно из самых сильных негативных чувств. Оно возникает у человека, который не способен радоваться успехам других людей. С точки зрения энергетики, это чувство подобно сглазу или порче. Оно способствует тому, что возникают негативные мысли и эмоции, которые направлены на разрушение биополя человека, которому завидуют. Главной причиной того, что появляется черная зависть, является заниженная самооценка завистника. Когда он начинает обращать внимание на то, что другие, прикладывая все свои старания, добиваются определенных успехов в жизни, то у него возникает чувство несостоятельности. Он понимает, что его внешность далека от идеальности, красота могла бы быть лучше, талантов особых нет, да и неординарными умственными способностями он не обладает. Он не желает развиваться, не ставит перед собой сложных задач и не стремится к достижению своих целей. Он получает от жизни полное разочарование. Этим людям нужно перестать заниматься анализом чужой жизни, растрачивая сильные энергии не в том направлении. Стоит обратить внимание на свою жизнь, притянуть потоки сильных энергий и благодаря этому приложить максимум усилий для того, чтобы изменить ее в лучшую сторону. Иногда причины такой зависти напрямую связаны с детством. Родители ругают ребенка за то, что он не такой успешный в школе, как другие дети, что на спортивных состязаниях он не может пробежать, подтянуться и так далее. И у ребенка в таких случаях возникают комплексы, которые сбивают его с нужного пути и начинают напоминать о себе уже в более зрелом возрасте не единожды. Помня о том, что у него не все получалось, как у других, он будет думать изначально о том, что он хуже, что у него ничего не получается. Именно из-за этого, что у него нет способностей, как у коллег и друзей. Даже если он в чем-то лучше, то это все утратится. В результате этого и появляется черная зависть. Когда человек одолевает зависть, он на подсознательном уровне, даже там, сам того не желая, начинает сравнивать себя с теми, кому в жизни везет значительно больше. Если кому-то везет больше, чем ему, он начинает осознавать, что он снова-таки хуже других, что все его усилия напрасны, перекрывая такими мыслями жизненно важный энергетический канал и отправляя посыл во Вселенную, который будет притягивать к нему все то, о чем он думает. Зависть – это проявление слабости и неуверенности в себе. Когда человек не предпринимает никаких особых действий, чтобы изменить свою жизнь, и жалеет только себя, а счастье других мешает ему спокойно жить. Наше окружение, люди, которые находятся возле нас, оказывают на нас сильное влияние. Есть такая пословица, и вы не раз ее, наверное, слышали. «Скажи мне, кто в твоем окружении, кто твой друг, и я расскажу тебе о том, кто ты». Значение этих слов мы начинаем осознавать уже только со временем, когда взрослеем. Всегда приятно находиться рядом с добрыми, отзывчивыми, бескорыстными людьми, с теми, кто имеет определенные мечты и стремится достичь чего-то в своей жизни. Однако, к сожалению, не все в нашем окружении именно такие люди.
Когда кто-то из них начинает вам завидовать, то это означает, что у вас в жизни все в порядке, что вы имеете что-то такое, чем хотели бы обладать и те, кто рядом с вами. Конечно, такое отношение к вам вызывает некоторое беспокойство, тревожность. Начинают появляться мысли, что все хорошее может на каком-то этапе закончиться, что у вас могут это отобрать, что может измениться то, что у вас есть, и то, что вас окружает, и наполняет счастьем в худшую сторону. А также и то, что непонятно, какие на самом деле действия можно ожидать от того, кто испытывает по отношению к вам чувство зависти. На что стоит обратить внимание в первую очередь: человек, которого гложет зависть, имеет привычку говорить разные комплименты, независимо от того, делаются они по какой-то причине, в нужный момент или просто чтобы говорить. Искренность сказанного выдают глаза, так как это зеркало души каждого человека. Если это делается со скрытой злобой, то и глаза такие же колючие и неулыбчивые. Люди, которые завидуют, никогда не признаются в этом, не покажут своих эмоций, а наоборот обвинят вас в том, что вы несправедливы по отношению к ним. В таком случае, если у завистника стало что-то получаться, хоть немножечко, возьмите и похвалите его. Помогите выбрать другой путь, это поможет стать ему добрее, посмотреть на мир под другим углом и стать добрее к вам. А те, кто вас знают, еще раз увидят и уверятся в том, что вы искренний и хороший человек. Никогда не стоит воспринимать лесть завистника всерьез, даже если вам приятно слушать данные слова, так как за всем этим могут прятаться совсем другие намерения. Поэтому с осторожностью относитесь к людям, которые рассыпают комплиментами. Люди, которым подвластно чувство зависти, стараются даже незначительные свои успехи выставлять на показ. И если разобраться, то на самом деле им нечем хвастаться. Это происходит чаще всего в тот момент, когда вы достигаете каких-то определенных успехов. Когда окружающие спешат вас поздравить, то именно в таком случае вы можете услышать слова: «А что здесь особенного? Подумаешь, я» и так далее. Происходит это все потому, что они хотят подчеркнуть, что вы не настолько успешны, что могло быть и лучше. Вы упорно и целенаправленно идете по жизни, пытаясь добиться определенного результата, а ваши завистники обставят все так, что якобы вы особого ничего не осуществляете, что все, что вы делаете, это обыденное дело, что вы не напрягаетесь, не прикладываете усилия, что вам просто повезло, так как так сложились обстоятельства. Обычно такие люди завидуют другим от того, что у них есть то, что хотели бы иметь и они в своей собственной жизни. Но у них этого нет и заиметь не получается. Вам не стоит в таком случае терять уверенность, лучше держать себя в руках. Не стоит перед людьми, которые полны зависти, выставлять и свои успехи на показ. Кому нужно, и тем, кто возле вас, и так увидят ваши успехи, достижения, искренне в этот момент порадовавшись за вас, а те другие могут только больше негативных эмоций направить в вашу сторону, что, конечно, мало приятного в этом. Когда у вас что-то не получается, срываются сделки, разваливается проект или испортились по какой-то причине личные отношения, то ваши завистники в такие моменты будут испытывать неописуемую радость, но при этом тщательно будут пытаться скрыть истинные эмоции, стараясь вроде бы как вас и поддержать, но в душе будут ликовать, мол, так тебе и надо. Вы должны спокойно относиться к происходящему. У всех бывают проблемы и ошибки. Этого не бывает только у тех, кто не живет полноценной и собственной жизнью и ничего не делает. Важно, чтобы в этот момент вы не показывали, что вы расстроены, чтобы люди, которые проявляют к вам зависть, не могли получить удовольствие от того, что у вас что-то не получилось, так как было изначально запланировано, что на данном этапе возникли проблемы. Не для этого какой-либо причины, но вы на энергетическом уровне чувствуете, что вас ненавидят. А за что – непонятно, но ненависть возникает из-за зависти. У вас в такой момент может появиться даже желание наладить отношения с таким человеком, но будьте уверены в том, что у вас ничего не получится. Вы просто-напросто должны перестать всяческое общение с данным человеком. Если по какой-то причине такое не получается, то хотя
бы держать его на определенном расстоянии от себя. Вам ни к чему этот негатив. Старайтесь, чтобы возле вас находились люди, которые имеют позитивные эмоции. Завистливые люди за вашей спиной стараются во всех деталях обсудить вас и ваше поведение. Очень опасным является то, что часто такие люди вхожи в ваш дом. И это могут быть даже ваши родственники, друзья. Мало приятного в том, что они могут распускать нехорошие слухи о вас, зная отдельные ваши жизненные ситуации, соответственно, приукрашая и подавая в таком виде, как им выгодно. Эти люди внутренне настроены к вам враждебно. Они не обладают чистосердечностью по отношению к вам. Иногда, серьезно поговорив с ними, можно таким действием прекратить распускание сплетен. Но вряд ли удастся восстановить нормальные отношения. А нужно ли? Подумайте об этом. Люди, которые испытывают зависть, постоянно стремятся к тому, чтобы казаться лучше, занять лидерские позиции. Хотя на самом деле не обладают таковыми качествами. Но в таком случае могут представлять опасность. Их высокомерию, желанию казаться лучше, чем они есть на самом деле, нет предела. Если вам предстоит повышение по карьерной лестнице, то тут же может появиться конкурент, не обладающий нужными для этого качествами, но упорно оспаривающий вашу кандидатуру. В таком случае вы можете подчеркнуть ему то, что вы с ним не соревнуетесь. Пусть он докажет свои способности, проявит себя. Он, зная, что на это не способен, утратит к вам любой интерес. Люди-завистники, не имея собственной манеры поведения, но в своем желании быть лучше вас, начинают копировать ваши манеры. Слова, действия, начиная подражать тому, как вы одеваетесь, при этом выглядеть достаточно смешно. Вам не стоит расстраиваться по такому поводу, просто можно посоветовать им быть самим собой, а для этого не нужно кому-то подражать. Когда те, кто находится рядом с вами, явно проявляют нетерпимость, повышенную эмоциональность, все это подкрепляется словесным, ничего не значащим потоком, жесты и мимика противоречат тому, что говорят. Поэтому в таком случае нужно начать задумываться о том, чтобы на энергетическом уровне оградить себя от присутствия таких людей. Вы должны помнить о том, что ваши собственные намерения, ваши мысли, все, что вы делаете, возвращается к вам в большем количестве по закону Вселенной. И чем больше позитива вы посылаете во Вселенную, тем больше добра, благополучия, успеха вернется к вам. Поэтому какие бы провокационные действия не исходили от завистников, не поддавайтесь на них. Очень важно, чтобы вы берегли свое биополе, ум и душу от разрушительной и негативной энергии. А если он недобр по отношению к вам, то это уже его проблемы, и пусть он останется с ними наедине. Для того, чтобы не попасть под влияние негатива завистника, сохранить свое биополе в целостности, влияние зависти можно предотвратить. Не стоит забывать и о том, что любое, даже ненароком сказанное слово завистника может нарушить жизненный уклад человека, если он будет не защищен. Каких же важных правил стоит придерживаться в таком случае? Во-первых, никогда не делитесь собственными планами в широком кругу людей. Для этого подходит только очень узкий круг проверенных и искренних людей. Никогда наперед, пока что-то не завершится, не сбудется, не рассказывайте о начатом, задуманном деле. Старайтесь не упускаться до выяснения отношений, удерживайтесь от ссор, скандалов, не окружайте себя негативными и разрушающими эмоциями. Старайтесь чтобы как можно меньше информации о вас поступало в окружение. Не делитесь своим счастьем, счастье должно быть тихим, вы даже не можете представить, сколько зависти вызывают ваши счастливые и сияющие глаза. Старайтесь счастливыми моментами делиться только с теми, кто вам по-настоящему близок. Старайтесь вести себя так, чтобы люди в вашем окружении не раздражались от того, что вы говорите. Тогда в ответ вы не получите сильный злой посыл. Вы сможете сохранить свое биополе в целостности. Вы знаете, что у человека самое незащищенное место – это спина, поэтому старайтесь к завистнику не поворачиваться спиной. Негативные слова, сказанные вам вдогонку, способны пробить вашу энергетическую защиту и принести вам непоправимый вред.
Пусть вашим жизненным правилом станет то, что вы никогда никого не будете обсуждать за спиной других людей. Если они узнают, что вы пытаетесь их обсуждать, то неизвестно, сколько негативных посылов вы получите в свой адрес и какой вред они вам принесут. Старайтесь прощать своих недоброжелателей. Если вы прощаете, то в ответ получаете мощную защиту от Вселенной. Помните о том, что завистникам обязательно вернутся их мысли, воздаться по заслугам, а для вас прощение возвратится благословением. Это проверено уже на протяжении веков, но главным является то, что прощать нужно только от чистого сердца. Носите украшения, имеющие блестящую поверхность. Они способны убирать и отсылать негатив к тому, кто его послал. Хорошо носить серебряные украшения, они станут для вас действительно сильным оберегом. Используйте в своей жизни обереги, ритуалы. Не забывайте проводить энергетическую чистку дома и себя. Окуривайте сильными энергетическими травами. Это очень важно. Также, если по каким-то признакам вы определили, что рядом с вами находится завистник, то проделайте следующую практику. Итак, выберите вечер, когда вы дома будете одни, либо чтобы в помещении, где будет проводиться практика, никто не входил. На блюдечко положите несколько щепоток соли, положите на подоконник, далее зажгите свечу белого цвета и поставьте рядом. Далее откройте окно, возьмите щепотку соли и бросьте ее в окно через левое плечо. При этом скажите такие слова: «Соль в окно бросаю, себя от зла избавляю. То, что недоброжелательно правил мне, в своей судьбе не оставляю, назад ему отправляю». Проделывать такое действие нужно трижды. Очень важным является то, чтобы направить все свои мысли на то, чтобы почувствовать, как все плохое вас оставляет, а все недобрые слова, взгляды как будто отлипают от вас и летят вслед за солью. Затем повернитесь к окну, глубоко вдохните воздух, посмотрите на Луну и скажите: «В помощь твоей нуждаюсь я, от зависти защити меня, чтобы вред она не причиняла, на биополе мое не влияла». Дайте свече догореть, остатки соли смойте под проточной водой. Соль от зависти помогает очень хорошо от негатива. И помните о том, что избавляться нужно, а не накапливать. Друзья, понравилось видео, ставьте лайк, в комментариях напишите слово «благодарю». Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.